Такого видео на моем канале вы еще не видели. Сегодня вы увидите Испанию с другой стороны. Я познакомилась с ребятами, которые снимают интересные видео о заброшенных местах. Хотите увидеть заброшенный бордель, Марбелью с другой стороны? Не крутые тачки, а что-то новенькое. В общем, ребят, мы вам сегодня покажем другую Марбелью, не такую, как вы привыкли видеть. Пойдемте посмотрим внутри. Тут начинается самое интересное. Процентов, наверное, 30-40 заброшено. Да. Слушай, а здесь, походу, кто-то был только что. Что это похоже? Марбея клуб. Кстати, вы знаете, что в Испании все, что называется клуб, это не как в нашем, где мы танцуем. Это значит ночной клуб. То есть, предположительно, это место было не таким уж простым, как кажется снаружи. Нет. Все эти красные стены говорят о чем-то большем, тем более название «Мистер Скотт Members Club Marbella», наверное, говорит о многом. Скорее всего. А интересно, что клуб расположен прямо напротив жилых домов. Напротив жилых домов, а с другой стороны, вон там трасса, прям трасса. Я очень часто замечала, когда мы ездим по Испании, что такие клубы находятся реально около дороги. И часто они мигают разными огоньками. Там прям сразу видно какое-нибудь там сердце название, там Эль Коре, Коразон. Завлекающее, да. Просто не знаю, я говорю, что есть, что вход именно с этой стороны, или это запасной вход был? Возможно, через который можно сказать. Просто прям Хотя очень странно, да. ты через дорогу бордель. Да, и входа нет вообще никакого. Тут, получается, не ступенек, как-то странно. Или вот это главный был вход. И там были ворота. Кстати, вот это очень похоже на главный вход. В общем, ребят, мы вам сегодня покажем другую Марбелью, не такую, как вы привыкли видеть. И это место не такое рабочее, как кажется снаружи, и оно давным-давно уже заброшено. Пойдемте посмотрим внутри. Черный угол. Да, здесь не будет портабануться, ни крутых тачек. Я думаю, что это правило 11 относится к гольфу, да? Игрок не должен двигать, гнуть или ломать что-либо установленное возле мяча, я так И понимаю. ноги там что-то. Да, Рядом с его ногой. рядом с его ногой, возле мяча, за исключением акта расположения. Еще мне кажется, это клуб для англичан. Во-первых, потому что написано все на английском. Но все-таки, мне кажется, это зашифровано было. Да? Где тут вообще маленькая территория для гольф-клуба? Я думаю, что это был не гольф-клуб, а это было именно место, про которое вы говорили. Да, кстати, что интересно, что вот это здание, оно все вот в арках. Это такие типичные андалузские арки. Внутри здесь когда-то, наверное, картина была, да? Либо картина, либо фреска, либо что-то. Осталась рамка. Здесь были мы. Остался старый камин. Причем камин, у камина вот эта штука не отбита, да, получается, она целая. Обычно отбивают вот эту верхнюю часть камином для того, чтобы окупасы не заселялись. Дома, чтобы не грелись. Смотрите, видите такую интересную фразу «siempre fuerte». Что это значит? Это значит всегда сильный, ну или всегда быть сильным. Она связана вообще с историей Малаги. И совсем, причем недавнее, это произошло буквально 5 лет назад. Реально, прошло 5 лет назад. Я уже показывала в моем прошлом ролике об одном районе Малаги, где очень много граффити, Лас Лагуниес. И там показывала граффити этого парня. Там было на всю стену, на весь фасад. Он вообще такой вообще здоровый. Кстати, интересный ролик. Кто, кстати, не видел этот ролик, полистайте назад и посмотрите. Получился неплохо. Да, и этот парень, он умер от лейкемии, он боролся очень сильно, был позитивным, молодой человек, 20 лет всего вообще, то есть все думали, что все верили, там его поддерживала вся Испания, не только Малага, реально вся Испания его поддерживала. Благодаря ему произошло увеличение доноров, но, к сожалению, закончилось все печально. И все испанцы знают эту фразу, то есть когда вот это видишь, то, что это не просто какие-то обычные слова. Это фраза движения борьбы с лейкемией. Ну, вообще против раков, в принципе. Кто болен раком, обычно, ну, то есть это фраза. То есть вроде, казалось бы, заброшенный дом, но даже тут. Смотрите, вот как даже красивые деревья, да, были, но оно все росло уже, и территория, по всей видимости, с этой стороны больше, чем с другой, и, по всей видимости, уже все заросло. Как ты думаешь, а на сколько лет уже заброшенный этот клуб? Ну, по всему
моему опыту, сколько я посетил заброшенных мест, а мы их состили уже сотнями, я думаю, что, наверное, лет 15 точно они заброшены. Лет 15-20. Да, лет 15-20, потому что достаточно уже разгрумлено. А Да. просто первые года, когда забрасывают такие места, они стоят первые 5 лет, ну, до 5 до 10 лет, они еще стоят с более каким-то сохраном, мы называем это предметы интерьера, остались окна, двери, а получается... Просто если в же- пыли, да? То есть, Да, просто в пыли. А если такое разрушено, это вот уже лет 15 сюда проникли, разбомбили чуть-чуть, и потом после окупа, наверное, и потом полностью. Кстати, на полу тоже фреска. Похоже, Мгм. кончик был красивый. Нет, то, что мне в Испании нравится, то, что вот все дома, они какие-то вот, есть какая-то живинка в них, художественный какой-то подход, или стена красная, к примеру. Мгм. И вот плитка салатовая, вот тут, я не знаю, что это бассейн был, или это просто входная группа какая-то. Плитка и тут, и тут. Плитка, да. Ну что это было, непонятно. Ну, не- Вот это вообще непонятно, какой-то подход. Да, не бассейн, просто, ну, смотри, как это, да, загород. Может быть, раньше был какой-то навес, и под ним. Может быть, прунтик был с рыбками или еще какая-нибудь. Я предлагаю спуститься вниз и посмотреть, как выглядит подвал этого места. И самое страшное, что обычно бывает даже днем, потому что в подвале нет света, и это будет выглядеть чудо. Да, и мы не знаем, что мы там найдем. Идемте. Так. Тут начинается самое интересное. Когда приехал сюда, на юг Испании, Андалусию, и вот услышав про место, которое называется Марбея, я всегда думал, что каждый домик здесь, каждый кусочек земли выкуплен. Ну, по факту место-то крутое, здесь там миллионеры, миллиардеры. Так как мы занимаемся заброшенными местами, мы начали узнавать. И по факту очень много, большое количество особняков просто заброшено здесь. И вот некоторые места доведены вот до такого состояния, что в принципе показывает изнанку самой Марбеи. Я думаю, не каждый про это знает. Это вообще очень странно, на самом деле. Марбею все как знают. Там виллы, крутые тачки, гольф-клубы, да, миллионеры. И что тут вообще? Процентов, наверное, 30-40 заброшено. Да. И по факту у нас стоит заброшенная. Ну вот уже видно, тут еще проникает немножко лучики света. Олег, вот сюда пошел, что вот Олег есть. Да, тут туалет. Ванны в туалет, сожженные. Вот сожженное это обычно, что здесь или же находятся ребята помоложе, которые Ребят, что-нибудь сделать. Сделано. Либо какие-нибудь бомжи, да? либо какие-нибудь бомжи, да, которые грелись. Так, ну это унитаз или что это? Что это? О, Я думаю, что это кровать там была. очень похоже. Похоже, что это номер был. Да. Типа как в отеле, отельный номер. А вот это, возможно, пространство под ванную. Ванной? Джакузи. Да, наверное. Он установлен на джакузи. Но вот представь, номер в отеле, в который ты попадаешь, и сразу у тебя джакузи и кровать. Ну вот кровать тоже интересно сделана, на что я обратил внимание изначально. Она сделана из Или чей. кирпичей, да, и обита таким ковролином, наверное, это называется. И тут, скорее всего, была установлена кровать внутри и лежал матрас. Но фишка-то в другом. Если бы это был обычный стандартный номер, я бы думал, что здесь был бы хотя бы какой-то предмет интерьера. Шкаф, Нет. полка. Но не джакузи и кровать из кирпичей. Причем ну, красный или бордовый какой-то. Это, как вы понимаете, даже окон не было. Это выбили уже просто кирпичи. Да, Здесь Да. даже не было. То есть это изолировано. Такая каморка прям. Да. с красными потолками. Ага. Я уверен, что здесь еще в некоторых даже пилон какой-то. Здесь что-то было наклеено. Видно, что разная краска. Да. Интересненько. То есть, ну, предположительно, наши догадки, наверное, правильные. Это было место увлекательно-развлекательное. Там. Вот еще одна кровать. Тут самое. Так, посмотри, обрати внимание на эту стену. Был. Она вся в зеркалах была. А это говорит о чем? О том, что здесь были зеркала. Да, их очень много. И, по всей видимости, на потолке тоже висело зеркало. Большое остались металлические крепления деревянные. Есть. Отлично, это зеркало было. Здесь. Так, пойдем посмотрим дальше. Это похоже. Какую-то кладовку. Да, отлично. А мне интересно. О, а вот и one landshafting themselves, если в этом. Вот, а здесь видно полностью зеркало. Осторожно, не уже вот Так. кнулся. Так.
опасные вот такие штуки, это торчащие гвозди. Ой, да. И мне уже один в ногу воткнулся. Это, похоже, лучше всего сохранилось. ну Тут вот даже это если ванна. Вот как они выглядели, эти все кровати. Зеркало, кровати, туалет, уборная, зеркало сверху, зеркало там и джакузи. Есть еще помещение для туалета, походу. Да, это очень похоже. Трэш-контент, ножик. Все, выпускайте меня быстрее, да. Все, я ухожу. Вот, смотри, а тут остались интерьерные предметы, матрасы, Диван. диван какой-то Диван был, кожаный. дерматиновый. И опять же, смотри, скорее всего, была вот ванна полукруглая или джакузи установлена. Это, наверное, номер люкс. Он в 2 раза больше размером. Наверное. И даже окно есть. В тех комнатах нет окна. А, да, 2 окна. Я думаю, что, скорее всего, здесь установлен был какой-нибудь тест. У его нет. Ну или пилон, да, на классе. Пойдем дальше посмотрим, Да. что есть в этом страшном зареблении. Куча надписей, скорее всего, здесь много молодежи побывало. Да. Ну вот это я слово знаю. Ну вон, фути-клуб. Мы не ошиблись. Ой, пута, то же самое. И сюда сразу. И Чикас де Лухо. Это как это типа... Лухо это лакшери. Да. Ух ты, смотри, а тут какой много. У, Тут явно выглядит побольше, чем все остальные. А что это за надпись такое? Ничего. te lo he dicho, el cerebro no trabaja para mí, no quiere. Я тебе сказал, что как бы мозг мой не работает для меня, не хочет. А, вот это, я серебро думал, это серебро. Нет, церебро это мозг. Серебро это вот? Да, серебро на испанском плата. Типа церебро, типа правильно. Да, в принципе, это все латин. Че себе ты какой испанец? Часто по таким клубам ходишь, да? Конечно, каждый день. Но подобрался. Стены везде красные, да? Видно. О, вот смотри, о, ничего себе, тут даже кресло есть. Ух ты! Да себе! О, Слушай, а здесь, походу, кто-то был только что. Наверное, мы кого-то спугнули. Новая вода стоит. Смотри, сигарета. Затушенный бычок. Посмотрел на одеяло, зима, все. Наверное, и накидка, наверное, закрывается, чтобы теплый воздух был. Скорее всего. И даже вещей куча, может Мгм. быть, его. А давай посмотрим, что в этом пакете. кеды. Кеды, бумага туалетная. Ну, по всей видимости, кто-то тут ночует. Да. Да. Вот тебе и обратная сторона Марбеи. Есть не только миллионеры, но Ну, есть и трущобы. манжельеры тоже. Там он валяется ровно. Слушай, ну 100% живет здесь. Причем, наверное, не только живет, а спит. Скорее всего, просто сейчас днем ушел. Так что, мне кажется, даже вообще, смотри, потому что свечи горят, а эти свечи... Вот эти маленькие, они часовые. Да, да, они говорят, он, скорее всего, здесь был, и мы, когда проходили, он услышал то, что здесь толпа какая-то, такое, я, наверное, чухнул, отсюда убежал. Вот так вот. Ну что, пойдем искать гольф. Все-таки называется гольф-клуб. Ну что-то тут гольфом вообще не пахнет, слушай, Анташ. Прикрытие было 100%, что это гольф-клуб, вообще не похоже. Это все по факту, правильно? Да. Вот только вот еще какая-то беседка. Может быть, тут был мини-гольф. Фонтанчик. А, это мини-гольф был. Вот дорожки для гольфа, это функами были. Здесь энка, по идее, нахуй. Слушай, да это прикрытие обыкновенно. Ну кто захочет в такой гольф играть? Играешь, устал, пошел отдохнул на кровать. Слушай, это какой-то мини-гольф был. Блин, картинка зачетная просто. Англичанин. Я же говорю, карманный гольф. Ага. Ну что, пока, похоже, мы угадали, что это не просто клуб. 100% это был не просто клуб, я думаю, все со мной согласны. Понятно, это был просто мини-гольф. Да, Был мини. да, справилась. Закатил в одну лунку шарик, устал, пошел, отдохнул, закатил в другую лунку шарик. И так можешь закатывать, пока у тебя сил хватит. Ну ладно, это был юмор. Ну да, на самом деле это место, наверное, было под прикрытием. И мне кажется, поэтому одна из причин, почему оно и не завершило свое существование. Спасибо, что вы мне показали такие интересные места. А теперь я хочу задать вам несколько вопросов. Вы уже вторую зиму
находитесь в Малаге, да? Да. И почему выбрали именно Малагу? Очень много городов на побережье Испании. Мы, во-первых, начали не с Малаги жить, мы приехали в Тарифу сначала. Мы пожили какое-то время в Тарифе, потом мы пожили в Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария, Кордоба, Малага, Торремолинос. Короче, мы все южное побережье, мы его исполосовали, грубо говоря. Особенно в поисках заброшенных мест. Мы даже все горы здесь ездили по кругу. Поэтому, немного было. да, самое прекрасное место здесь оказалось Малага, и поэтому решили второй раз приехать именно в Малагу. А чем вам больше всего привлекает этот город? Не знаю, во-первых, размерами. В той же Тарифе там сезон закончился, все. Он вымер. Прикольно. Он вымер, да. Все, на зиму городок вымирает. Вот, В этом году, кстати, раньше вымер даже, чем следующий. Следующий. Ты уже знаешь? Я смотрю, чем в предыдущем, да, оговорился. В предыдущем было веселее дольше, я думаю, из-за холодов, которые в этом году, я не знаю, свойственно это, не свойственно. В прошлом году теплее было в это время, а в этом году как-то попрохладнее. Ну, а декабрь, наоборот, в этом году очень теплый, нереально. Такого не было. ну, в общем, да. В общем, городок на юге, самая южная, получается, часть. Малага самый интересный город для нас оказался. Теплый, большой, можно и туда сходить, можно и тихонько где-то пожить, можно и потусить сразу, каждый день сходить. Набережная длинная, классно. Набережная длинная, классная, можно погулять. В принципе, все, что надо. Для жизни зимой. Дружелюбный, вот Наташу встретили. Да. Да, я очень тоже рада знакомству. Мне еще очень интересно. Я так понимаю, вы еще испанский не очень, да, знаете? Ну, только поя, цервеза и... Подожди, поя? Поя, да, но курица. Не, поя — это не курица. Ты совершил типичную ошибку всех изучающих испанский. Поё? Поя — курица. Ну, это ж тебе рассказывал. Да. Поя — это мужской орг. Да. Ой, Ушла в сторону. да. Поя, получается, ну да, мне рассказывали, что поя — это мужской орган, а пойо — это курица. Курица, да. Но еще есть очень классная фраза, можете сразу выучить, она вообще сразу испанцы вас будут восхищаться. «Eres la polla» или там что-то там такое, то, что ты крутой, ну вообще классно. Поя. «Eres», ну это ты, ну там можно вообще разные, или вообще «es la polla», то есть какой-нибудь, не знаю, вещь или что-то такое, что супер классное. Это «es la polla», да, ты когда говоришь Не поя, да? Эсла поя, бока будет. «es la polla», да. А, эсла поя. Нет, Да. потому что поя и поя — это разные вещи. Да, именно она «а» заканчивает. Все. Конечно. Спасибо, Наташа. С испанского языка. Буду говорить окупасом на заброшках. Ловят или охранники. Такое слопое. Нормально, свой погнали. Дальше. Значит, вам английского хватает в Испании? Или? Я бы сказал, вот мы сейчас совершили поездку в Португалию. Испанцы, конечно, наверное, меньше разговаривают на английском, чем португальцы. И в этом Португалия, конечно, превосходит Испанию, то, что можно общаться на английском, но Испания нам больше всех, вот из всей Европы, то, что мы объездили за 2 года, Испания нам показалась самой дружелюбной страной. Я даже называю Испанию, это страна, в которой даже собаки улыбаются. Но это моя чисто фраза, потому что действительно здесь все какие-то веселые, дружелюбные, наверное, просто много солнца. Я, кстати, тоже заметила, мне кажется, что собаки тут даже и мало гавкают, какие-то они такие спокойные, Да. дружелюбные, какие-то вообще не агрессивные. На самом деле такая штука есть, поэтому круто. И Нам нравится. люди тоже меньше гавкают. Ребят, ну спасибо, что вы сделали со мной это прекрасное видео. Я так думаю, всем будет интересно посмотреть. Да. Ставьте лайки, комментарии. Вообще, что вас удивило, пишите, мы ждем. И я оставлю в описании к видео ссылки на их каналы, потому что они показывают очень много классных мест. Не только в Испании. Так Не только заброшенные бордели. Кстати, совсем недавно мы приехали с Португалии, посетили одно интересное место и не разобрались, что это. Это была секретная лаборатория или это просто был морг. Поэтому переходите и смотрите наши видео, они действительно интересные и познавательные. что Спасибо все. за экскурсию и за рекомендацию наших каналов. Спасибо. Спасибо. Все, всем пока. Пока.